Одним много оружия, другим стопроцентные санкции. Трамп выступил с обещанным заявлением. СВР уполномочен заявить. Ведомство Нарышкина раскрыло заговор. Какая страна хочет напасть на Россию? Кадровая перестановка в украинских верхах. Кто расстается с должностью, кто идет на смену. У Армении и Азербайджана новый посредник. Кто перехватил инициативу у Москвы? Смена власти в Чечне все ближе. Кадыров попытался доказать, что жив и здоров. Получилось не очень. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Месяцы кропотливой работы, и у Путина все-таки получилось. Получилось разозлить Дональда Трампа. Я разочарован в Путине, потому что думал, что мы договоримся 2 месяца назад, но этого не произошло. Трамп дает Москве еще немного времени на заключение перемирия. После этого обещает адские санкции для России и ее партнеров. Мы введем вторичные пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Все очень просто, и они будут на уровне 100%. Удар санкциями отсрочен, но сделка по оружию уже заключена. Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее все. Европейские страны это знают. Сегодня мы заключили сделку, и Марк расскажет об этом. Мы будем отправлять им оружие, и они будут за него платить. Эти слова прозвучали во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Белый дом. Украина может получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для ПВО, так и для ракет, боеприпасов и так далее. Это отличная новость для Украины, добавил Рютте, а вот для Москвы вряд ли. И если бы я был Владимиром Путиным сегодня и услышал бы, что вы планируете сделать через 50 дней, и это заявление, я бы пересмотрел свой подход к переговорам по Украине. Не стоит ли мне относиться к ним серьезнее, чем я это делал до этого момента? Генсек НАТО особенно подчеркнул, что поставки вооружений будут происходить очень быстро. Среди прочего, Трамп упомянул о возможной передаче Киеву 17 установок «Патриот», не названной страной. Ну и как вам новый Дональд Трамп? Ждете от сегодняшней встречи коренных изменений? Пишите в комментариях. Какое оружие может получить Киев от Вашингтона в результате решения Дональда Трампа? Детали до сих пор остаются неизвестными, но американские СМИ частично приоткрывают завесу. Издание Military Watch со ссылкой на анонимные источники пишет: в новый пакет могут быть включены крылатые ракеты воздушного базирования «JASM». Это оружие предназначено для имеющихся у ВСУ американских истребителей F-16 и способны поражать цели глубоко за линией фронта. В базовой модификации эти ракеты имеют дальность около 400 километров, а в продвинутом варианте более 900. В зону поражения первых попадают все приграничные районы России, а также Волгоградская, Калужская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская и даже Калининградская области, Адыгея и Краснодарский край, включая базы военно-морского флота в Новороссийске. Во втором случае под угрозой окажется большая часть центральной России, в том числе Москва, а также Кавказ, Поволжье и Ленинградская область. JASM поступила на вооружение армии США в 2003 году. Она сочетает ограниченные возможности уклонения от радаров с высоким уровнем точности наведения и грузоподъемностью боеголовки 450 килограмм. В настоящее время эту ракету эксплуатируют 4 страны, включая Польшу, которая получила 110 штук для своих истребителей F-16. Служба внешней разведки России раскрыла очередной антироссийский заговор. Ведомство Сергея Нарышкина выявило, кто вынашивает планы нападения на Россию. Это Молдова. СВР опубликовала соответствующее заявление на своей интернет-странице под названием «НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России». Стилистика этого опуса соответствует сталинским временам. Закусившие у дела натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон.
Компрадорский режим Майи Санду готов удовлетворять все запросы Запада, лишь бы его не отогнали от кормушки. Видимо, людоедская слава Зеленского не дает любительнице гей-парадов и евроинтеграции покоя. Как страна с населением менее 2,5 миллионов человек может таранить Россию, остается загадкой. У руководства Молдовы противоположное мнение. Премьер-министр Дорин Ричан со ссылкой на разведданные в июне заявлял в Financial Times, что это как раз Москва стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове. Цель Кремля – разместить в непризнанном Приднестровье до 10 тысяч военнослужащих. Ричан предупреждал, Кремль попытается вмешаться в парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре. По данным премьера, Москва в 2024 году потратила на теневые компании в стране сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы. Политическая перезагрузка в Украине. В стране сменится руководитель правительства. Денис Шмыгаль, нынешний премьер-министр, покидает свой пост. Сменить его Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко. В данный момент она занимает пост вице-премьера. От кандидатки президент ждет программы действий и кардинального обновления работы правительства. Похоже, это только начало серьезных кадровых перестановок в верхах. Не дождетесь. В Чечне опять решили опровергнуть слухи о плохом состоянии Рамзана Кадырова. Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Хозяин Чечни первый раз за несколько недель появился на видео. Чеченский телеканал «Грозный» выдал необычный репортаж, как будто снятый специально для того, чтобы вызвать вопросы. На 35-секундной записи Кадыров появляется всего на 2 секунды, но и этого времени достаточно, чтобы зритель остался в недоумении. Глава республики сидит, смотря в одну точку, безэмоционально что-то произносит на чеченском языке, а его лицо остается почти невидимым для зрителя. Присутствующие тоже выглядят малоестественно. Последний раз Кадыров появился в кадре на совещании только 4 июля, и это видео едва ли не единственное за последние несколько месяцев, которое дали в эфир. И все-таки мы живем, строим республику, служим для народа. Ранее наблюдатели обратили внимание на то, что на фото со свадьбы сына Кадырова Адама не было отца. Единственное фото главы правящего клана, попавшее в праздничный репортаж, сделано неизвестно где и когда. Слухи об ухудшении здоровья Кадырова-старшего ходят давно. По данным «Новой газеты Европа», еще в 2019 году ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы. Попытки убедить публику в обратном приводят к противоположным результатам. Вашингтон перехватывает инициативу у Москвы на Кавказе. США хотят ускорить заключение мирного договора между Ереваном и Баку. И выступили с новой инициативой. Речь идет о спорном Зангезурском коридоре длиною 32 километра, который должен соединить Азербайджан с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Белый дом выдвигает бизнес-подход, так любимый Дональдом Трампом. США предлагают взять эту территорию под свое управление. Такое заявление прозвучало от американского посла в Турции. Том Барак отметил, что такая мера может стать ключом к стабилизации ситуации. После десятилетий конфликта вокруг Карабаха Армения и Азербайджан все еще не доверяют друг другу. Теперь на сцене появился посредник. США готовы взять в коридор в аренду на 100 лет и обеспечить совместное пользование, выступая нейтральным гарантом безопасности. В скорейшем решении вопроса заинтересована и Турция. Из этой формулы выпала только Москва. Российские власти делают новый шаг в борьбе с инакомыслием. Григорию Чхартишвили, более известному как Борис Акунин, автору романов о Фандорине, впаяли 14 лет колонии строгого режима. Все это за оправдание терроризма и нарушение законов о иноагентах. К счастью, заочно. Второй западный окружной военный суд оказался снисходительным. Обвинение просило для писателя 18 лет. Сам Акунин отреагировал постом в Телеграме. Все, дорогие интернет-читатели, мы надолго прощаемся. Военный суд не только справедлив, но и скор. Мне впаяли 14 лет, плюс потом еще 4 года запрета на ведение интернет-страниц. Так что следующий мой пост появится сейчас в 2043 году.
Может, чуть раньше. Как раз Путина выберут на 7-й срок, и по этому поводу могут объявить амнистию. Вернусь к вам бодрым, 87-летним, полностью перевоспитавшимся. Уголовное дело против Акунина возбудили после скандального звонка пранкеров Вована и Лексуса, которые выдали себя за Владимира Зеленского. В разговоре с ними прозаик заявил, что с радостью помог бы Украине, прокомментировал теракт на Крымском мосту и атаки на российские города с помощью дронов. Эти слова, по мнению российских властей, подпадают под статью «Оправдание терроризма». Маленький, но гордый остров в очередной раз демонстрирует готовность дать отпор агрессии. На Тайване проходят 10-дневные учения, маневры носят всеобъемлющий характер. Участвуют военные, полиция, гражданские. Наткнуться на тренирующихся можно даже в метро. Речь идет не только о действиях правительства, но и о гражданском обществе. Думаю, большинство тайваньцев понимают, что в нынешних обстоятельствах, особенно с учетом различных угроз, вызовов или рисков, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно быть более подготовленными к любым ситуациям. Пока одни учились, как превратить в аэродром любую поверхность, другие демонстрировали агрессивным соседям новенькие установки «Хаймарс». Власти острова закупили пару десятков таких установок после того, как увидели эффективность их применения в Украине. В Пекине эта часть учений вызвала особенно нервную реакцию, ведь ракеты из таких установок способны долететь до прибрежных районов Китая. Стать участником учений можно было и выйдя в магазин за хлебом. Ведь если коммунистический режим решится на агрессию, никто не знает, где его застанет удар. Я думаю, что люди будут нервничать, когда окажутся там, в подвале. Потому что мы не дома, у нас нет наших сумок для экстренных случаев. И мы не знаем, сколько времени нам предстоит находиться там. 1 или 2 дня. Это возможно. Нам нужна уверенность, что пищи хватит. И мы сможем здесь нормально есть и жить. Тайвань в очередной раз показывает Пекину, что готов к любому повороту событий. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.